Постройки Древнего Рима сохранились спустя тысячи лет, а сейчас срок службы строений не более 200 лет. Мы расскажем про волшебный бетон римлян, невероятные инженерные решения при строительстве, а в конце вы узнаете про секретный ингредиент, который позволял их зданиям стоять тысячелетиями. Смотрите до конца. Кажется, что все в этом мире имеет свой конец, кроме того, что было возведено древними римлянами. Того, конечно, что не растаскали по частям после распада империи и не разрушили до основания войнами. Сами посудите. Мезон Каре, квадратный дом, был построен в центре города Нима в начале первого столетия нашей эры. Здание практически не разрушилось за все время. Претерпело только косметическую реставрацию, когда в XIX веке его восстановили в оригинальном виде и сделали музей, функционирующий до сих пор. Куда уж без вечного, наверное, Колизея в Риме. Чтобы построить его, много времени не понадобилось. На строительные работы ушло около 9 лет. Задействовано при этом было более 100 тысяч рабов, которых специально привезли в Рим из Иудеи. Стены храма были возведены из каменных или мраморных блоков известкового туфа, который привозили из Тиволи. Этот город на карте расположен в 24 километрах в северо-западном от Рима направлении. При возведении внутренних стен также применяли кирпич и туф. Мраморные и каменные блоки были соединены тяжелыми стальными тросами. Если вам и этого мало, то вспомним башню Геркулеса в городе Ла-Коруния, который в настоящее время принадлежит Испании. Строение на высокой скале появилось еще в 117 году нашей эры. Сейчас же это единственный действующий маяк работы древних мастеров, а внутри нее сохранились конструкции начала того тысячелетия. И таких зданий десятки, о секретах долговечности исключительно в инженерных решениях, о которых мы и будем сегодня рассказывать. И первое, с чего хотелось бы начать, это дороги. Ведь для столь монументальных строений материалы нужно было доставлять, а благодаря дорогам это делалось в разы удобнее и быстрее. Как и здания, они создавались настолько хорошо, что многие из них до сих пор годятся для использования. Вначале рыли котлован глубиной около метра. Затем на дно траншеи устанавливали широкие каменные блоки, после чего оставшееся место заполняли толстым слоем гравия. Самый верхний слой укладывали специальными плитами с выпуклостями, по которым могла стекать вода. Как известно, инженеры империи настаивали на создании исключительно прямых дорог, требовавших огромных ресурсов для чистки местности, через которую эти дороги проходили. Зато позволяли значительно сократить их протяженность, но при этом значительно увеличить общую износостойкость. Но если дорогами удивить сложно, то что вы скажете о следующей римской технологии, которая явно опережала свое время? Мельница-лесопилка была ярким примером удивительно сложной техники строительства, созданной в Римской империи. Она состояла из возвратно-поступательной пилы, приводимой в действие напором на водяном колесе. Мельница могла резать большое количество дерева или камня, тем самым экономя огромное количество усилий. Водяное колесо было соединено со стержнем, связанным с одной или несколькими пилами, приводимыми в действие кривошипом. Самой ранней известной лесопилкой была мельница Иераполиса, построенная в 250-300 годах нашей эры. Это была самая ранняя известная машина, в которой использовался кривошип с шатунным механизмом. Рельеф на саркофаге Марка Аврелия Амиана, который датируется 250-300 годами нашей эры в древнем городе Иераполис, недалеко от современного Памуккале в Турции, дает четкое представление о том, как она функционировала. Мельницы-лесопилки широко использовались для резки мрамора. Римский поэт по имени Авзоний пишет в эпической поэме о реке Мозель в Германии в конце IV века нашей эры и описывает пронзительный звук водяной лесопилки, используемой для резки мрамора. Таким способом и делалась знаменитая римская плитка, которой впоследствии обшивали строения. Но что нужно для любого строительства? Правильно, вода. Как и дороги, акведуки феноменальной длины стали визитной карточкой и настоящим инженерным чудом в жизни римлян. Одним из ограничений роста древних городов была невозможность добраться из любой его точки до воды, и эта проблема была решена. Римские акведуки представляли собой сложную систему, имеющую протяженность более 400 километров. Они поставляли в города чистую питьевую и техническую воду, позволяя им расширяться не вдоль рек, а в сторону удобного для строительства ландшафта. Иногда строили напорные акведуки с более крутым уклоном. Большинство трубопроводов были спрятаны под землей, следуя естественным препятствиям на местности. Холмы и горы чаще обходили, реже пробивали тоннель.
Глубокие долины при пересечении углублений поверхности с перепадом более 50 метров были соединены мостами, или вода заводилась в свинцовые, керамические или каменные трубы, дюкеры. Но обычно водопровод прятали в самих мостах, как делают и в современном мире. Важно понимать, что для работ с тем же древним кирпичом или бетоном требовались огромные водные ресурсы, а акведуки фактически освобождали тысячи рук, которые могли заниматься строительством, а не подносом воды. Ну а теперь предлагаем поговорить об уникальных инженерных решениях, которые римляне первыми начали реализовывать при строительстве. Именно римляне первыми в истории сумели создать огромные открытые внутренние пространства благодаря осознанию того факта, что арку можно было вращать в 3 измерениях, а для создания мощной и надежной силы, позволяющей удерживать такие сооружения, было необходимое особое вещество, которым стал бетон, достижение римлян. Но о нем чуть позже. Римские купола использовались в банях, виллах, дворцах и гробницах. Обычно они были полусферическими по форме и частично или полностью скрыты снаружи, поражая человека при входе внутрь здания. Чтобы подкрепить горизонтальные тяги большого полусферического купола, поддерживающие стены были застроены за пределы основания, по крайней мере до кустов купола, а затем купола иногда покрывали конической или многоугольной крышей. Также использовались различные формы, включая мелкие купола-блюдца, сегментные и ребристые купола. Каркас делали из деревянных балок, которые потом укладывали специальной кирпичной кладкой, позволяя конструкции равномерно распределять нагрузку. Причем бетонная заливка тут использовалась скорее для придания куполу правильной формы, чтобы декорировать и сгладить углы или чтобы спрятать их на фасаде здания. А далее решение, которое точно не ожидаешь увидеть в строительстве с давностью в пару тысяч лет. Римляне впервые применили идею, которая до сих пор используется при строительстве теплых полов. Технология представляла собой сооружение из глиняных полых колонн, которые встраивались под основание пола и решали сразу несколько проблем. Проблему огня и проблему дыма. Огонь в то время был основным источником тепла, однако здания имели свойство гореть, а дым нес с собой огромную опасность удушения. В римской системе подогрева пол был приподнят, что позволяло горячему воздуху из печи никогда не вступать в контакт с комнатой, пуская его в полости снизу. Благодаря системе распределения воздуха одна печь работала сразу на несколько помещений. В основном это использовалось в римских банях, где нужно было хорошо протопить большие площади без риска отравить людей дымом. К сожалению, после падения Римской империи опыт использования этой строительной технологии надолго исчез из истории. Монументальные коллекторы римлян стали одним из самых знаковых творений, при том, что изначально строились они совсем для другой цели. Первоначально клоака Максима, что в дословном переводе означает «крупнейшая канализация», создавалась для слива части воды из местных болот. Ее общая длина составила 800 метров, причем функционирует она до сих пор, правда в виде ливневки. О масштабе сооружения говорит тот факт, что в ряде мест ширина канализации позволяла разъехаться сразу 2 телегам. Канал достигал 3 метров в ширину и 4 в глубину. Римляне использовали не только уклон и гравитацию, но и насосные станции, поднимавшие жидкость на возвышенности. Начиная с 600 года нашей эры и в последующие сотни лет было добавлено множество водных путей. Сейчас сложно точно определить, в какой момент эта система превратилась в полноценную канализацию. Однако по мере роста городов канализация стала проникать в них все глубже и глубже, со временем охватив их полностью. Хотя авторство такого изобретения, как арка, и не принадлежит римлянам, они нашли возможность его усовершенствовать. Инженерам Древнего Рима удалось понять, что для придания арке прочности конструкция ее не должна состоять из одного сегмента в случае, когда ее можно разбить на множество мелких деталей. Это позволило создавать намного более мощные и надежные мосты, которые можно было ставить в несколько пролетов. Лемирский мост на юго-западе Турции длиной 330 метров имеет 26 сегментных арок с небольшим подъемом, что дает мосту чрезвычайно плоский профиль, который оставался непревзойденным в течение целого тысячелетия. Мост Трояна через Дунай имел деревянные сегментные арки с открытыми сводами, которые опирались на 40-метровые бетонные опоры. На следующую 1000 лет он стал самым длинным арочным мостом в истории, как в целом, так и по длине отдельных пролетов. Самый длинный уцелевший мост
Римский мост в Мериде. Его длина 790 метров. Но, как вы понимаете, строить подобные объекты без специализированной техники практически невозможно. А римляне смогли и создали уникальные устройства, о которых мы расскажем дальше. Как мы и рассказывали, за время расцвета Римской империи обработка камня сильно усложнилась. Наряду с зубилами, кирками, тесовиками и киянками, применявшимися для грубой отески, для получистой отески римляне широко употребляли троянку и целую систему зубаток, кирочек и тесовичков. Характерно употребление не только сверла, но и бурова, появившегося еще в эллинистическую эпоху. Камень распиливают пилами различного типа, придавая нужную для строительства форму. В результате римляне получали достаточно надежный кирпич, который требовалось поднимать наряду и с более тяжелыми блоками. И тут в ход шли следующие приспособления. Подъемный механизм триспаст составляется из двух деревянных брусьев и прикрепленных к месту их соединения блоков, одним стационарным верхним и вторым подвижным нижним, ну и клещи для захвата камней. Канат через третий нижний блок наматывался на ворот, приводившийся в движение рычагами. Навиваясь, канат поднимал тяжесть, а сматываясь с ворота, опускал ее на предназначенное место. Полиспастом называлось аналогичное подъемное устройство, но с 5 блоками. Это сложное инженерное орудие труда, построенное на сочетании системы блоков, ворота и рычага. Двигательный механизм и передаточный механизм триспаста сочетались с исполнительным механизмом в виде простых клещей или крюка. Для поднятия больших тяжестей двигательный механизм дополнялся деревянным ступательным колесом. Оно приводилось в движение рабами, переступавшими внутри колеса. Наиболее развитые триспасты и полиспасты, по-видимому, ставились на круглую деревянную платформу, вращавшуюся вокруг деревянной вертикальной оси, как на современных подъемных кранах. Важно, кстати, уточнить, как организовывался процесс постройки зданий, ведь планирование работ было очень прогрессивным, похожим на современное. Если в деталях конструктивных приемов проявляется свойственный им дух экономии, то в общем распределении труда ясно виден их организаторский гений. Методическое распределение обязанностей нигде еще не достигало такого уровня. Для каждого рода работ имелся специальный цех рабочих с определенной квалификацией и традициями. И внимательное изучение крупных архитектурных памятников убеждает нас в систематическом разделении труда между этими рабочими сменами, имевшими разграниченное специальное назначение. Особенно яркое выражение эта система получает при декорировании корпуса зданий. Существует крайне незначительное количество сооружений, таких как, например, пантеон, в которых колонны устанавливались одновременно с возведением стен. Обычно же декоративные части готовились во время кладки стен и устанавливались позднее, что давало большое преимущество в отношении быстроты постройки. Римляне прежде возводят здания, потом при помощи скоб на стены навешивается мрамор, или же они покрываются слоем штукатурки. Такой метод неизбежен в архитектуре, где строение массива не поддается художественной обработке. Но чисто с художественной точки зрения он имел самые печальные последствия. Привычка римлян отдельно рассматривать постройку и отделку зданий неизбежно привела к тому, что они стали считать эти факторы совершенно независимыми друг от друга. Мало-помалу отделка превратилась в произвольное убранство, а здания в последние годы Римской империи получались более типовыми и скучными, чем на рассвете империи. Ну а теперь про самое важное изобретение, которое перевернуло строительные технологии того времени. В наше время бетон повсеместно используется при строительстве самого разного масштаба. Античный бетон состоял из смеси вулканического пепла, щебня, извести и песка. Бетон позволял производить заливку любой формы и был необычайно прочным. Изначально римские архитекторы использовали его для отливки оснований алтарей. Однако в более поздние времена с этим материалом проводились самые различные эксперименты, результатом которых стало появление таких чудес, как Пантеон, крупнейшее в мире неармированное сооружение из бетона, возраст которого 2000 лет. Ученые выяснили, что причина долговечности римского бетона была не только в вулканическом пепле, который повсеместно добавлялся при строительстве. В ходе тщательного изучения нескольких образцов исследователи обнаружили, что древние технологии производства бетона включали в себя то, что специалисты называют ключевыми функциями самовосстановления.
Под этим термином подразумеваются крошечные ярко-белые кусочки минерала, известные как известковые класты. Говоря народным языком, маленькие кусочки негашенной извести, которые в изобилии встречаются в образцах римского бетона. Как показали дальнейшие испытания, такой бетон, сталкиваясь с водой, не разрушался, а наоборот вбирал в себя часть влаги, укрепляя общую структуру. По мнению ученых, негашенная известь была создана специально как дополнительный ингредиент в бетоне и вовсе не являлась признаком низкого контроля качества при изготовлении смеси. Ведь у римлян была невероятно строгая дисциплина и безукоризненное следование разработанным технологиям. При рабском труде в милитаризированном обществе просто не могли дать схалтурить, да еще и при возведении каждого здания. Римская империя пользовалась невероятными строительными технологиями, которые актуальны до сих пор. А благодаря строгому контролю качества и соблюдению технологий здания стоят тысячелетиями, и тут нам есть чему поучиться. Спасибо за просмотр.